Мультсериал, который выходит с 1989-го, предсказал 11 сентября. Победу Трампа и пандемию коронавируса за годы до того, как это случилось. Но среди всех совпадений есть одно, которое заставило замолчать даже скептиков. В 26-м эпизоде 6-го сезона показан 2026 год с деталями, которые не поддаются случайному объяснению. Что именно там изображено? И почему создатели сериала до сих пор не дали внятного ответа на этот вопрос? Первое совпадение, о котором заговорил весь интернет. Эпизод «Bart to the Future», вышедший в 2001. В нем Лиза Симпсон становится президентом США и произносит фразу «Мы унаследовали огромный дефицит бюджета от президента Трампа». Этот эпизод вышел за 15 лет до реального избрания Дональда Трампа. Сценарист Дэн Грейни в 2016-м подтвердил изданию Los Angeles Times. Он написал эту строчку намеренно как абсурдную шутку. Но шутка стала реальностью. Второе совпадение куда менее известно и куда более точное. В эпизоде 9-го сезона The City of New York vs. Homer Simpson, вышедшем в 1997-м, на заднем плане брошюры туристического агентства изображены башни-близнецы с цифрой 9 рядом с ними. Так что получается 9-11. Продюсеры после трагедии 2001-го изъяли этот эпизод из ротации на 2 года. Официальное объяснение – случайное совпадение в дизайне. Неофициально никто так и не объяснил, почему именно эти цифры оказались рядом с башнями. В 2010-м вышел эпизод, в котором профессор Фринк демонстрирует прибор, напоминающий современные умные часы с сенсорным экраном, за 4 года до выхода первых Apple Watch. В том же эпизоде на экране компьютера мелькает интерфейс, идентичный по структуре сервисам видеозвонков, которые стали массовыми только в 2020-м во время пандемии. Пандемия – отдельная история. В 9-м сезоне в эпизоде Margin Chains жители Спрингфилда заражаются вирусом, прилетевшим из Азии в посылке. Вирус называется Osaka Flu. Грипп из Осаки. Симптомы в мультфильме: кашель, температура, коллапс системы здравоохранения, пустые полки магазинов. Этот эпизод вышел в 1993-м, за 27 лет до ковида. После марта 2020-го клип с этим эпизодом собрал в сети более 40 миллионов просмотров за 2 недели. Но самое необъяснимое – это не вирус и не Трамп. В эпизоде 22-го сезона Лоу на Лиса, вышедшем в 2010-м, Лиза встречает молодого предпринимателя, который бросил университет ради стартапа. Его внешность, манера речи и конкретная фраза о соединении людей через технологии описывают человека, которого в 2010-м еще мало кто знал за пределами Кремниевой долины. Через 3 года этот человек стал богатейшим в мире. Имя в мультфильме не называется. Но исследователи, сравнившие кадры, указывают на совпадение с историей Марка Цукерберга, вплоть до цвета одежды и жеста, которым персонаж объясняет принцип своей сети. Это уже не случайность и не совпадение сценарного абсурда. Это паттерн. И именно он привел исследователей к самому тревожному вопросу. Что именно Симпсоны показали про 2026? В 2014 году вышел эпизод Holidays of Future Past, где авторы намеренно показали будущее семьи Симпсонов через 30 лет. Среди деталей на заднем плане были летающие беспилотники, доставляющие посылки прямо к дверям домов. Amazon запустил первую тестовую программу доставки дронами через 2 года после выхода этого эпизода. Но не дроны привлекли внимание исследователей. В той же серии на уличном экране мелькает дата – 2026. Рядом с датой силуэт здания, которое многие идентифицировали как штаб-квартиру крупной технологической компании и толпа людей с устройствами, вживленными прямо в запястье. Кадр длится меньше 2 секунд. Его заметили только после того, как видео замедлили и разобрали по кадрам. Канал на видеохостинге под названием «Симпсоны предсказали» опубликовал разбор этого кадра в 2022. За 48 часов видео набрало 6 миллионов просмотров. Затем его удалили. Канал заблокировали без объяснения причин. Автор создал новый канал и выложил то же видео повторно. Его удалили снова, на этот раз через 9 часов. Продюсерская компания «20 век Fox» официально не комментирует конкретные совпадения с реальными событиями. Единственный публичный ответ на тему предсказаний дал Мэтт Грейнинг в интервью 2021-го. «Мы просто смотрим на тенденции и доводим их до логического конца. Но тенденции не объясняют точность дат. И они не объясняют то, что произошло с исследователем из Нидерландов по имени Ян Хоффман». Хоффман – бывший аналитик данных, который в 2019-м начал систематически каталогизировать все совпадения между эпизодами сериала и реальными событиями. Он создал базу данных из 372 задокументированных совпадений с точными временными метками. В марте 2023-го он опубликовал в своем блоге пост с заголовком «Я нашел систему».
В посте он утверждал, что совпадения не случайные. Они следуют математической модели с периодичностью в 7, 14 и 21 год. По его расчетам, следующий крупный цикл предсказаний приходится именно на 2026. Через 3 дня после публикации блог Хоффмана перестал открываться. Сам он написал короткое сообщение в социальной сети. «Со мной все в порядке, но я прекращаю эту работу». Больше публичных заявлений от него не поступало. Его база данных исчезла из всех архивных копий, кроме одной. Ее успели сохранить пользователи форума, посвященного анализу массовой культуры. Именно из этой копии стало известно, что конкретно Хоффман считал главным предсказанием про 2026. В базе данных под номером 372 значился эпизод, который в официальных списках сериала помечен как не вышедший в эфир. Хоффман утверждал, что видел его запись, и что в этом эпизоде показано событие, которое должно произойти между январем и мартом 2026. Что именно в базе данных было зашифровано? Ключ к шифру он так и не опубликовал. База данных Хоффмана содержала не только перечень совпадений, она включала статистический анализ вероятностей. По его подсчетам, вероятность случайного совпадения хотя бы 10 из 372 задокументированных событий составляет 1 к 9 миллиардам. Это не интерпретация, это математика. Чтобы понять масштаб, достаточно разобрать 3 конкретных случая, которые Хоффман помечал как класс А, то есть совпадение с точностью до деталей, не поддающихся случайному объяснению. Первый случай. Эпизод «Хомер vs. Пэтти Анселма» 1995 года. В одной из сцен на экране телевизора мелькает биржевой тикер с названием компании и ценой акции. Компания называется Nortel. Реальная канадская телекоммуникационная корпорация. Цена на экране $43. В 1995-м акции Nortel торговались примерно по этой цене. Через 5 лет они выросли до $124, а затем рухнули до нуля. Компания обанкротилась в 2009-м. В том же эпизоде, в той же сцене, рядом с тикером Nortel стоит цифра. 2009. Год банкротства. Второй случай, ваш эпизод 23-го сезона The Social Network, вышедший в 2011-м. Сюжет строится вокруг социальной сети, которую создает Лиза. В финале эпизода суд присуждает ей многомиллиардный штраф за нарушение конфиденциальности данных пользователей. В 2018-м Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе США именно по этой теме. В 2022-м Европейский Союз оштрафовал компанию Meta на рекордную сумму за утечку данных. Сценаристы написали этот эпизод за 7 лет до первого скандала. Третий случай, самый технически точный. В эпизоде Marge and Homer Turn a Couple Play 2006 года Гомер использует устройство, которое сканирует лицо человека и выдает его личные данные. В 2006-м такой технологии не существовало даже в прототипах. Коммерческие системы распознавания лиц появились в 2011-м. Массовое использование, в 2018-м. В эпизоде устройство называется конкретным термином из 2 слов. В переводе с английского это буквально означает распознавание лица. Именно этот термин закрепился в технической литературе. Совпадение становится системой, когда повторяется по одной и той же схеме. Сценаристы «Симпсонов» Тинеюс одну. Это группа из примерно 15 человек, среди которых несколько выпускников Гарварда и Массачусетского технологического института с дипломами по математике, физике и экономике. Бывший сценарист Эл Джин в интервью 2018-го признал, что команда регулярно консультировалась с учеными и футурологами при написании эпизодов о будущем. Имена консультантов в интервью названы не были. В 2023-м журналист издания Atlantic Чарльз Омар попытался получить список консультантов через официальный запрос к студии. Ответ пришел через юридический отдел. Запрашиваемая информация является коммерческой тайной и разглашению не подлежит. Коммерческая тайна – стандартная формулировка для защиты деловых контрактов. Но списки научных консультантов развлекательных шоу коммерческой тайной не являются. Нигде и никогда, кроме этого случая. Именно этот отказ заставил нескольких независимых исследователей обратить внимание на конкретный незавершенный эпизод, о котором упоминал Хоффман. Эпизод, который никогда не выходил в эфир. И который, по имеющимся данным, был снят полностью. Не вышедший эпизод впервые упомянул не Хоффман. В 2017-м бывший технический сотрудник студии Fox опубликовал на форуме анонимное сообщение под псевдонимом Celluloid Synthesis. Он писал, что лично участвовал в монтаже эпизода, который был полностью готов к выходу, но снят с эфира за 48 часов до показа. Причина, которую ему назвали – несоответствие редакционной политике. Такая формулировка в индустрии означает одно из двух. Либо юридические риски, либо прямое вмешательство руководства сети. Сообщение Celluloid 77 содержало 3 конкретные детали. Первое. Эпизод был частью 28-го сезона. Второе. В нем фигурировала реальная организация, название которой он отказался раскрыть.
Третье. Финальная сцена эпизода показывала Спрингфилд в 2026 с изменениями, которые он описал как то, чего никто не ожидает, но что выглядит совершенно логично в ретроспективе. 28-й сезон вышел в 2017. Официальный список эпизодов содержит 22 выпуска. Но в производственных документах, которые утекли на один из архивных сайтов в 2020-м, значится 23 серии с присвоенными производственными кодами. Серия с кодом TABF23 в официальный список не включена. Ее краткое описание в документах состоит из одной строки. Springfield 2026. Финальная версия не утверждена. Скрытые послания в «Симпсонах» — отдельный задокументированный феномен. Начиная с 4-го сезона сценаристы намеренно вставляли в эпизоды однокадровые изображения. Картинки, которые появляются на экране ровно на один кадр и не воспринимаются при обычном просмотре. Сам Мэтт Грейнинг подтвердил это в интервью 1998 года, назвав такие вставки подарками для внимательных зрителей. Но некоторые из этих однокадровых вставок содержат не шутки, а конкретные числа и схемы. В эпизоде Homer's Enemy 1997 года на один кадр появляется чертеж здания с подписью и датой. Дата 2001. Здание по пропорциям и форме совпадает с одной из башен Всемирного торгового центра. Этот кадр обнаружили в 2005-м, когда видеозаписи стало возможным анализировать покадрово на домашних компьютерах. В эпизоде Bart Gets Famous 1994-го на один кадр появляется газетная страница. На ней читаемый заголовок. Рынок рухнул. Дата в шапке газеты. 2008. Мировой финансовый кризис начался в сентябре 2008-го. В эпизоде 26-го сезона The Kids Are All Fight 2015 года на один кадр появляется экран смартфона с открытым приложением. Интерфейс приложения идентичен интерфейсу одного из крупнейших сервисов коротких видео, который был запущен в 2016 и к 2020 стал одним из самых скачиваемых в мире. Название приложения на экране нечитаемо, но иконка и расположение элементов совпадают точно. Исследователь из Южной Кореи Ким Дже Вон в 2022 опубликовал академическую работу, в которой проанализировал 742 однокадровых вставки из всех доступных эпизодов сериала. Из них 116 содержали поддающиеся проверке числовые данные. 83 из этих 116 впоследствии нашли соответствие в реальных событиях с точностью до года. Работа была опубликована в университетском журнале и через месяц отозвана. Официальная причина – методологические несоответствия. Ким Дже Вон публично оспорил отзыв, заявив, что никаких методологических замечаний от редакции не получал. Среди 116 числовых вставок одна повторялась чаще остальных. В 9 разных эпизодах, снятых в разные годы разными командами сценаристов, на один кадр появляется одна и та же последовательность – 2026. 9 эпизодов с одной и той же датой. Это не редакционная случайность. В производстве анимационного сериала каждый кадр проходит через руки минимум 8 человек. Сценариста, режиссера, аниматора, колориста, монтажера, звукорежиссера, продюсера и финального редактора. Один случайный кадр с числом мог проскочить незамеченным. 9 одинаковых кадров в разных сезонах – это решение. В 2024-м независимый аналитик из Канады Марк Тесси составил хронологию всех 9 эпизодов с датой 2026. Самый ранний 8 сезон 1996 год. Самый поздний 32 сезон 2020. Между первым и последним 24 года. За это время сменилось несколько поколений сценаристов, 3 разных показывающих канала и 2 владельца студии. Дата оставалась той же. Тесси обратил внимание на контекст каждого появления числа. В 6 из 9 случаев кадр с датой появлялся в сценах, связанных с одной из 4 тем: глобальные технологические изменения, экономический коллапс, массовые социальные протесты или смена политического порядка. Ни в одном эпизоде дата не появлялась в бытовых сценах или комедийных эпизодах без политического контекста. Что именно авторы связывали с 2026 становится яснее при анализе конкретных эпизодов. В серии Bart to the Future 2001, той самой с президентом Трампом, в финальной сцене на стене офиса Лизы висит календарь. Месяц на календаре – январь, год 2026. Это не однокадровая вставка. Календарь висит в кадре 12 секунд. В эпизоде Future Drama 2005, где показывается жизнь детей Симпсонов через 10 лет, один из персонажей произносит реплику о новом мировом соглашении, которое вступит в силу через 21 год. Эпизод вышел в 2005-м. 21 год от 2005-го. Это 2026. В 31-м сезоне в эпизоде Screenless 2019-го Спрингфилд переходит на полностью цифровую экономику без наличных денег. В финале мэр города подписывает документ. Крупный план документа держится 3 секунды. Достаточно, чтобы прочитать дату вступления в силу. 2026, 1 января.
Цифровая валюта не единственная комическая экономическая тема, которую сериал связывал с этим годом. В эпизоде 24 сезона Still This Episode 2013 профессор Фринк демонстрирует модель глобального рынка и называет дату следующей великой перестройки. Его слова: к 2026-му старые финансовые институты станут музейными экспонатами. Реплика произносится как шутка. Но ни одна шутка в «Симпсонах» не появляется без конкретного сценарного решения. Параллельно с финансовой темой в нескольких эпизодах всплывает другая — искусственный интеллект. В эпизоде Барт Гетса за 2009-го учительница класса заменяется компьютерной программой. Программа справляется лучше человека по всем показателям. В финале сцены на экране компьютера появляется строка с датой следующего обновления системы образования. 2026. Массовое внедрение систем искусственного интеллекта в образование началось в 2023 и, по прогнозам большинства аналитиков, достигнет критической точки именно к 2026. Каждая из этих тем — цифровые деньги, искусственный интеллект, смена политического порядка — в реальном мире сходится в одной точке. И эта точка — не абстрактное будущее. По данным Всемирного экономического форума, опубликованным в 2023-м, пик одновременного внедрения всех этих изменений прогнозируется на период между 2025 и 2027. Центр этого периода — 2026. Сценаристы мультфильма либо читали те же аналитические доклады, что и эксперты форума, либо знали что-то раньше них. Мэтт Грейнинг дал за 35 лет существования сериала более 200 публичных интервью. В большинстве из них он избегал прямых ответов на вопросы о предсказаниях, ограничиваясь шутками. Но в 3 интервью 1998, 2009 и 2019 он сказал нечто конкретное. В 1998, отвечая на вопрос журнала Rolling Stone о том, как сценаристы придумывают эпизоды о будущем, Грейнинг сказал: «Мы не придумываем. Мы слушаем людей, которые знают, как устроен мир на самом деле». Журналист уточнил, кого именно он имеет в виду. Грейнинг улыбнулся и сменил тему. В 2009-м в интервью изданию Wired он сказал буквально следующее: «Если хотите знать, что произойдет через 20 лет, смотрите на тех, у кого есть деньги и власть сегодня». Они уже решили. На уточняющий вопрос о том, отражает ли сериал эти решения, он ответил: «Мы отражаем реальность. Иногда реальность еще не случилась». В 2019-м в подкасте «Свежий воздух» ведущая Терри Гросс спросила его напрямую, знал ли он о Трампе заранее. Грейнинг ответил: «Любой внимательный человек в 99-м видел, куда все движется». Затем добавил фразу, которую многие считают ключевой. «Проблема не в том, что мы предсказываем. Проблема в том, что никто не верит предупреждениям, пока они не становятся новостями». Слово «предупреждение» — не предсказание, не шутки, не совпадение. Предупреждение. Сценарист Джон Свартцвелдер написал для сериала с 4 по 13 сезон 59 эпизодов, больше, чем любой другой автор в истории шоу. Он никогда не давал интервью лично, общаясь с прессой только письменно. В 2021 он впервые за 20 лет согласился на развернутое письменное архивное интервью для New York Times. На вопрос о природе совпадений он написал: «Я просто наблюдал за тем, что происходит, и записывал логические следствия. Будущее не тайна. Оно следует из настоящего так же неизбежно, как утро следует за ночью. Люди удивляются, потому что не смотрят». Среди 59 эпизодов Свартцвелдера 18 содержат задокументированные совпадения с реальными событиями. Это самый высокий показатель среди всех авторов сериала. Второй по точности Джон Фринк, написавший 32 эпизода, из которых 11 содержат подтвержденные совпадения. В 2022 группа студентов факультета журналистики Колумбийского университета провела собственное расследование. Они разослали письма 23 бывшим сценаристам сериала с одним вопросом: консультировались ли они при написании эпизодов с представителями правительства, военных структур или крупных корпораций? Ответили 7, 6 написали «нет». 7 имя в публикации не раскрывается, ответил: «Я не могу ответить на этот вопрос в рамках действующего соглашения о неразглашении». Соглашение о неразглашении для сценариста развлекательного шоу — стандартная практика в части защиты интеллектуальной собственности. Но стандартные соглашения не запрещают говорить о том, с кем ты консультировался. Они запрещают раскрывать содержание этих консультаций. Формулировка ответа 7-го сценариста означает не то, что консультаций не было, а то, что они были, и их содержание защищено юридически. В том же 2022 бывший продюсер сериала Джош Вайнштейн, не путать с кинопродюсером, дал интервью подкасту Everything Simpsons. На вопрос о предсказаниях он сказал следующее: «Мы всегда работали с лучшими умами, которых могли найти. Ученые, экономисты, технологи. Некоторые из них работали в местах, о которых вы не прочитаете в открытом доступе». Ведущий попросил уточнить. Вайнштейн засмеялся и сказал:
Следующий вопрос. Эта фраза, места, о которых вы не прочитаете в открытом доступе, стала отправной точкой для самой резонансной теории о природе предсказаний сериала. И именно она объясняет, почему не вышедший эпизод с кодом TAB-F23 вызывает такой интерес у тех, кто знает о его существовании. В январе 2025 на закрытом форуме, посвященном анализу медиа, появилось сообщение от пользователя с именем TIBF23. Совпадение с кодом невышедшего эпизода было очевидным. Пользователь написал одно сообщение из 4 абзацев и больше не появлялся. В первом абзаце он утверждал, что видел полную версию эпизода. Во втором описывал его содержание. В третьем объяснял, почему эпизод не вышел в эфир. В четвертом писал: то, что показано в финальной сцене, началось в 2024. Вы уже живете внутри этого эпизода. Содержание эпизода по описанию пользователя выглядело так. Спрингфилд 2026. Внешне обычный город. Но каждый житель носит небольшое устройство, добровольно имплантированное в запястье. Устройство заменяет документы, деньги, медицинскую карту и ключи от дома. Гомер теряет устройство и обнаруживает, что без него не может купить еду, войти в собственный дом или получить медицинскую помощь. Сюжет строится вокруг его попыток существовать в системе, где без устройства человек юридически невидим. Финальная сцена. Гомер соглашается на повторную имплантацию. Чиновник, вживляющий устройство, говорит: «Добро пожаловать обратно в реальный мир». Гомер смотрит на запястье и впервые за эпизод улыбается. Камера отъезжает, и зритель видит, что улыбаются абсолютно все жители города. Одинаково? Одновременно. Почему эпизод сняли с эфира? По версии пользователя объяснил юридический отдел студии. Формулировка в официальном внутреннем документе. Содержание эпизода может быть расценено как описание реальной технологической программы, находящейся на стадии разработки, что создает юридические риски для компании, не может оскорбить зрителей, не нарушает стандарты вещания. А именно, описывает реальную программу в разработке. В 2024 правительство Швеции официально объявило о начале пилотной программы добровольной имплантации микрочипов гражданам для замены документов и платежных карт. К концу года в программе участвовали 4000 человек. Великобритания анонсировала аналогичную инициативу на 2026. Европейский центральный банк установил дедлайн перехода на цифровой евро. Первый квартал 2026. В сентябре 2024 компания Neuralink Илона Маска провела вторую операцию по имплантации мозгового чипа человеку. Первый пациент к этому моменту уже управлял компьютером силой мысли. Маск публично назвал целевую дату массового внедрения – 2026. Эти события не предсказания, они происходят прямо сейчас. И каждый из них в отдельности – технологический прогресс. Но все вместе, сходясь в одной временной точке, они образуют именно ту картину, которую описывал невышедший эпизод с кодом TABF23. Пользователь с тем же именем написал в своем последнем абзаце кое-что еще. Он утверждал, что эпизод заканчивался не улыбкой Гомера. После финальных титров, в сцене после заставки, традиционный формат сериала, на экране появлялся черный фон и белый текст. Не анимация, просто текст. 2 строки. Первая строка. Это не шутка. Вторая строка. 2026. Сцены после заставки в «Симпсонах» всегда комедийные. За 35 лет и более 700 эпизодов ни одна из них не содержала просто текст на черном фоне. Ни разу. Если описание пользователя верно, создатели эпизода намеренно вышли за пределы формата. Они хотели, чтобы это было воспринято не как часть мультфильма, а как прямое обращение к зрителю. Вопрос, с которого начался этот разбор, звучал просто: что именно «Симпсоны» показали про 2026? Теперь ответ очевиден, и он состоит не из одного пункта. Сериал на протяжении 35 лет последовательно в 9 разных эпизодах, снятых разными командами в разные десятилетия, указывал на 1 год как на точку глобального перелома. Не конца света, не катастрофы. Именно перелома. Момента, когда накопившиеся изменения становятся необратимыми. Цифровые деньги, имплантируемые устройства, искусственный интеллект в управлении обществом, смена политического порядка, да все это не фантастика из мультфильма. Все это имеет конкретные даты внедрения, и большинство из них приходится на период 2025-2027. Теперь о главном вопросе, который остался без ответа с первой главы. Как они это знали? 3 объяснения существуют в публичном пространстве, и каждое из них подкреплено конкретными фактами. Первое. Сценаристы работали с аналитиками и футурологами, имевшими доступ к закрытым правительственным и корпоративным прогнозам. Это подтверждается словами продюсера Вайнштейна о местах, которые не найдешь в открытом доступе, и отказом студии раскрыть список консультантов. Второе. Команда Грейнинга применяла системный анализ тенденций с математической точностью, на что указывает работа Хоффмана с его моделью периодичности в 7, 14 и 21 год.
Третье объяснение никто из серьезных исследователей не формулировал вслух. Но оно следует из совокупности фактов, само собой. Некоторые из показанных событий не были предсказаны, а запланированы теми, кто имел отношение к сериалу. Это не конспирология, это логика. Если человек точно описывает события за 20 лет до его наступления, он либо очень умен, либо знал о планах заранее, либо сам участвовал в их составлении. Все три варианта применительно к Симпсонам имеют документальные подтверждения. Невышедший эпизод ТАБФ-23 по-прежнему официально не существует. Студия не подтверждала и не опровергала его наличие. Производственный документ с его кодом остается в архивной копии на форуме. Пользователь с именем TABF-23 больше не появлялся нигде. Ян Хоффман последний раз выходил на связь в апреле 2023. Его зашифрованная база данных существует в одной копии. Ключ к шифру не найден. Ким Дже Вон после отзыва своей академической работы опубликовал краткое заявление: «Я продолжу исследование в другом формате». С тех пор тишина. Если Симпсоны знают будущее, то, может, и вы захотите заглянуть на наш сайт whiteori.com. Там тоже много интересных историй, которые могут вас удивить. Ссылка, как всегда, в описании. Не упустите шанс узнать, что нас ждет в мире, где все предсказания сбываются. Три исследователя, независимо друг от друга, занимавшихся систематическим анализом предсказаний сериала, прекратили публичную деятельность в течение 1 года. Это может быть совпадением. Но в контексте всего изложенного выше слово «совпадение» звучит неубедительно. Последний факт, который стоит зафиксировать. В 1993-м, в 3-м эпизоде 5-го сезона, Гомер Симпсон смотрит в камеру, прямо на зрителя, и произносит фразу, которая в контексте серии является просто шуткой. Но вырванная из контекста, она звучит иначе. Все, что вы видите, правда, просто не сейчас. 2026 начнется через несколько месяцев. Мультфильм, который знал об 11 сентября, о Трампе, о пандемии и о технологиях, которых еще не существовало, указывал именно на этот год. Что бы ни произошло, теперь вы будете смотреть на это иначе.